Это Ханой, столица Вьетнама, какой мы ее увидели в интернете. А это настоящий Ханой. И это тоже он. И это. Ханой – главный город Вьетнама, политический центр страны и, пожалуй, самое шумное место из тех, где нам доводилось жить. И, честно говоря, это было очень здорово. Сегодня мы продолжаем исследовать Вьетнам, и в этом выпуске посмотрим, как и чем живут ханойцы в главном коммунистическом центре страны, и как меняется город после захода солнца. Мы пройдемся по самым ярким локациям города, выпьем кофе там, где простая вьетнамская семья однажды придумала всемирно известный рецепт яичного кофе, и покажем место, о котором весь мир узнал благодаря всего лишь одной единственной фотографии. Одни называют Ханой самым аутентичным городом Вьетнама, другие – самым утомительным. И сегодня разберемся, на чьей же стороне мы. Ну а прежде, пожалуйста, поддержите наш канал лайком, подпиской и комментариями. Ваша активность очень поддерживает нас в создании новых выпусков. Ну а теперь отправляемся. Самое первое, с чего стоит начать, это обозначить, что Ханой не похож на другие вьетнамские города. Ханой – это такая особенная смесь из большой коммунистической эстетики, буддийской культуры и почти киберпанковского городского хаоса, где все это каким-то особенным образом почему-то работает вместе. Первое, что сильно бросается в глаза при въезде в город, это огромное количество коммунистической атрибутики. И это неудивительно, ведь единственная ведущая политическая сила во Вьетнаме – это коммунистическая партия. Здесь же в городе находится мавзолей Хошимина. Хошимин – это настоящий идеологический символ страны. Он даже изображен на всех банкнотах, а крупнейший город Вьетнама вообще носит его имя. Хошимин – это личность наподобие, кем Ленин был для СССР. Кстати, Ленину в городе тоже стоит отдельная статуя. В общем, да, следы коммунистической атрибутики в Ханое кругом. Но все же главной особенностью города является его ритм. Здесь проживает около 9 миллионов человек, и примерно столько же здесь мотороллеров. Поэтому на улицах Ханоя всегда шумно, и постоянно что-то движется. Но в остальном же Ханой – это город, который сохранил наследие сразу нескольких эпох. Он прошел и через китайскую колонизацию, и через французскую оккупацию, и даже сквозь ожесточенные битвы Вьетнамской войны 20 века. И несмотря на все это, Ханой все еще здесь, и он наполнен множеством контрастов. А какими? Сейчас на это и посмотрим. И начнем, конечно, со старого квартала Ханоя. Старый квартал – это своеобразное историческое и культурное сердце Ханоя. И заодно центр города. Этот квартал формировался на протяжении тысячи лет. Здесь лабиринт узких улочек, тысячи отелей, кафе и баров. И, собственно, основная движуха в течение дня. И во многом из-за долгой и насыщенной истории этой части города здесь сочетается очень много контрастного. Тоже такая. Даже лучше. По большей части весь старый квартал, и не только, состоит из таких необычных узких домов. Рубрика «Избегание налогов». В нашем предыдущем выпуске про Египет мы уже рассказывали, что раньше египтяне избегали повышенного налога на недвижимость из-за того, что не достраивали свои дома. А во Вьетнаме была очень похожая история, из-за чего дома в Ханое, например, выглядят вот так по-особенному, очень узко. Это из-за того, что раньше налог на недвижимость рассчитывался, исходя из того, насколько большой фасад у дома. И, соответственно, чем меньше фасад, тем меньше налог, и поэтому дома сегодня выглядят вот так по-особенному. Они часто уходят далеко вглубь двора, и они могут быть очень высокими, то есть вплоть до 8 этажей. Первый этаж в таких домах почти всегда магазин, кафе или мастерская. А выше – жилье. Несмотря на свою узость, трубчатые дома оказываются на удивление вместительными. Весь старый квартал – это уже достопримечательность.
но его символическим центром, собственно как и всего города в целом, является озеро Хуанкьем, дословно озеро возвращенного меча. Это место часто считается этаким тихим оазисом посреди шумного города. Но откровенно, здесь точно такая же суета и шум, как и на остальных центральных улочках города. Хотя бы потому, что местные жители часто собираются здесь, чтобы сделать тематические фотосессии в традиционных вьетнамских нарядах. А туристы приезжают, чтобы посмотреть на Черепашью башню и мост утреннего солнечного света. Но вот самая знаменитая достопримечательность Ханоя находится несколько за пределами старого квартала. Вот здесь, где-то посреди города, проходит непримечательная улица. Но это только на первый взгляд, ведь именно сюда предлагают приехать все путеводители и тревел-блогеры. Из-за чего мы ожидали увидеть на локации толпы людей, но нам повезло, и мы приехали в обеденное затишье. Первое, что здесь сразу бросается в глаза, это рельсы, которые проходят прямо между домов квартала. Если продолжать двигаться по ним, то можно увидеть, что здесь среди плотной уличной застройки вьетнамцы ведут свою размеренную ханойскую жизнь. Но при этом можно заметить огромное количество маленьких кафешек на каждой стороне улицы. Так что же привлекает сюда туристов со всего мира? А дело вот в чем. Ну что, мы находимся на самой известной улице города Ханой. Здесь проложены рельсы, и несколько раз в день проезжает самый настоящий поезд. На самом деле, экспириенс довольно опасный, очень интересный. И несколько раз из-за повышенного риска несчастных случаев власти Вьетнама пытались прикрыть эту лавочку, и даже в 2023 году нельзя было попасть сюда. Но нам повезло, и в этом году здесь вовсю кипит жизнь. Мы уже ожидаем наш поезд и немножко волнуемся. На Трейн-стрит проходит действующая железная дорога, по которой несколько раз в день проходит целый состав. Расстояние от рельс до домов иногда меньше метра. На самом деле маршрут этих поездов протянут через весь город, и потому попить кофе вблизи от движущегося поезда можно на разных отрезках маршрута. Наиболее популярные можно найти по следующим отметкам на карте. Поезда ходят не очень часто, и расписание может внезапно меняться. Лучший способ, чтобы узнать актуальное расписание, это приехать на улицу и уточнить в одной из кафешек. Ритм жизни на этой улице фактически выстраивается по расписанию поездов. Да и сам факт того, что на этой узкой улице каким-то образом умещаются десятки небольших кафешек, это уже очень-очень необычно. Что интересно на этой улице, все эти кафешки многочисленные, которые здесь можно встретить, это, по сути, частный бизнес. И люди взяли многие кредиты, чтобы открыть здесь вот парочку вот этих маленьких ресторанчиков/кафешек. И когда государство решило прикрыть эту улицу, соответственно, у многих стал вопрос, смогут ли они вообще выплатить свои обязательства. Но благо государство прислушалось, и бизнес сейчас здесь процветает. Трейн-стрит – это одна из тех достопримечательностей, которую в Ханое пропускать точно не стоит. Ну а если вы думаете, что проезжающий мимо поезд это не так уж и страшно, то подумайте дважды. Ну а для тех, кто ищет чего-то поспокойнее, в Ханое есть другая интересная локация. Постройка позади меня – это храм литературы в Ханое. И что в нем особенного, это был самый первый университет во всем Вьетнаме, построенный еще в 1070 году, посвященный Конфуцию. Сегодня в этом храме по-прежнему проводятся ритуалы, посвященные не только Конфуцию, но и выпускникам университетов, что очень круто. И самое интересное – это то, что по-прежнему сегодня на купюрах 100 тысяч вьетнамских донгов можно видеть вот конкретно вот эту часть всей постройки. Сегодня это место – это снова конфуцианский храм. А точнее, это территория, где находится сам храм, парк и дворики, обнесенные стеной из камня, и небольшой пруд. Во внутренних двориках когда-то отдыхали между лекциями студенты. Двориков всего 5, и в каждом из них есть что-то интересное. Это мы, когда приехали в Вьетнам, и узнали, что здесь зима. В Ханое не так уж и много старинного наследия Вьетнама.
В связи с этим в храм литературы стягиваются как раз за тем, чтобы прикоснуться к старому Вьетнаму, или, например, пофотографироваться в красивой локации в традиционном вьетнамском наряде. Но после туристов больше всего здесь, конечно же, студентов. Для них у этого места, помимо статуса первого университета, еще и особенная символика. Хотя 1000 лет назад эта территория не была университетом в привычном понимании этого слова, а скорее элитной конфуцианской школой. Кстати, в этом университете обучались только дети знати, и позади меня можно видеть таблички, где находятся имена выпускников этого университета. Суммарно здесь 82 каменных стел, установленные на спинках каменных черепах. Раньше студенты трогали голову черепах на удачу. Жаль, что сейчас это запрещено. Может, действительно работает. Несмотря на многочисленные войны и прочие катастрофы, на территории храма многое сохранилось почти в том же виде, как и было несколько веков назад. В этом плане достопримечательность на самом деле уникальна. Подобное во Вьетнаме встречается не очень часто. Конечно, самое яркое и бросающееся в глаза – это сам храм и все его внутреннее убранство. Здесь множество массивных деревянных колонн, окрашенных в красный цвет, потемневшее от времени дерево, огромные статуи, типичные для буддийских храмов, и много-много благовоний. Так как храм действующий, здесь почти всегда достаточно людно. Мне очень понравилось, тут еще столько людей всяких интересных, и очень интересно смотреть, как они молятся. Конечно, для тех, кто не впервые оказывается в буддийском храме, в этом, может быть, и нет ничего особенного. Но мы на тот момент были во Вьетнаме совсем недолго и по-настоящему насладились местной атмосферой. Помимо храма на территории находится магазинчик с сувенирами и много разных эстетичных уголков, чтобы уединиться в тишине. В закат здесь очень красивое освещение, и люди стекаются сюда большими толпами, чтобы пофотографироваться, проникнуться атмосферой. И мы даже немножко пожалели, что не подготовились, чтобы провести здесь свою собственную фотосессию. На все посещение храма понадобится час, максимум 1,5. А вход сюда стоит всего лишь 60 000 вьетнамских донгов. Храм, на удивление, оказался куда интереснее, чем мы изначально предполагали. Самое главное, здесь достаточно спокойно. Несмотря на большое количество туристов, не слышно ни шума этих мопедов, снующих туда-сюда по городу, ни шума каких-то других городских инстанций. Короче, очень круто. Рекомендую. Храм литературы – это отличный способ прикоснуться к традиционному Ханою. Ну а раз мы заговорили о традициях, то почему бы нам не выпить чашечку вьетнамского кофе? Мы все пьем и любим кофе. Ну, лично я точно. Во всех больших городах Вьетнама можно найти огромное количество кофеен. За вкусным напитком далеко ходить не придется. Но именно в Ханое есть одно уникальное место, где можно попробовать очень особенный кофе. На самом деле напиток настолько необычный, что если ты его никогда не пробовал, то его даже и сравнить-то не с чем. Речь, конечно, идет о вьетнамском яичном кофе. Впервые он появился именно в Ханое, вот в этом месте. В 1946 году бармен Гуэн Ван Джанг искал альтернативу молоку, которое было в дефиците в тяжелое военное время. Ему пришла в голову идея взбить яйца и сгущенное молоко до состояния заварного крема и смешать полученную массу с кофе. Результатом стал очень нежный бархатистый напиток. Получился этакий кофе с тонким балансом между горечью и сладостью. Напиток быстро приобрел популярность, и в том же 1946 году Джанг открыл собственное кафе-кофейню. И да, это и есть именно то место, отсюда и название кафе. В Ханое эта кофейня считается поистине легендарной. Здесь подается кофе, сделанный именно по тому самому оригинальному рецепту, который теперь передается по наследству в семье Джангов. Ну что, мы находимся в особенном месте, в месте, где придумали яичный кофе. Кофе на самом деле имеет очень интересную консистенцию.
С яичными рецептами всегда очень сложно попасть в что-то вкусное, потому что мы пробовали яичный пунш в Германии, он был отвратительным. Но вот, например, яичные коктейли, которые делает мама Дениса, они потрясающие. Поэтому мы сейчас будем пробовать. Не знаю, чего ожидать от этой массы. Как будто бы кофе со сливками, очень плотными. И есть такой легкий привкус бисквита. Очень интересно. Как когда тесто у мамы слизываешь вот так вот с тарелочки, знаешь? И вот такой вкус. Да, как тесто. Очень вкусно. Да. Кафе Джангов очень легко пройти мимо. Визуально оно ничем не выделяется, узкий вход с улицы и без дизайнерских изысков. Единственное, что здесь всегда много людей в любое время дня. Хотя, если быть честным, в Ханое везде полным-полно людей. Это еще одна особенность города. Но даже несмотря на это, найти место можно и в час пик, если немного подождать. Кафе расположено рядом со старым кварталом Ханоя в небольшом переулке. Кофе здесь стоит совсем недорого, всего 40-50 тысяч вьетнамских донгов. Но вкус у него великолепный. Подкрепившись традиционным яичным кофе, можно продолжать исследовать город и отправиться в одно место, которое просто нельзя не посетить – к пагоде Чангвок. Она по-настоящему древняя и стоит на небольшом островке, со всех сторон окруженная водой. К ней ведет достаточно красиво украшенный мост с парой рядов молодых пальм и десятками красных бумажных фонарей. Уже здесь хорошо видно, что место пользуется популярностью. Самый заметный элемент комплекса и первое, что сразу же бросается в глаза, это высокая кирпичная ступа с 11 уровнями. Она была построена сравнительно недавно, в конце 20 века, и стала визитной карточкой пагоды. В каждом ярусе находится статуя Будды, а внутри ступы хранятся реликвии. Это, кстати, самая старейшая пагода в Ханое и была построена еще в VI веке. Правда, ее потом полностью отреставрировали в 1815 году, но это не важно. Это нисколько не умаляет ее красоту. Вы только посмотрите на это. Внешние стены пагоды окрашены в яркий желтый цвет, а главное здание пагоды почти полностью сохранило свой изначальный классический облик. На самом деле выглядит очень аутентично. Как и храм литературы, Чангвок – это действующий храм. А это значит, что сюда можно зайти помолиться, зажечь благовоние, ну или просто понаблюдать за происходящим. Интерьер главного зала в этой пагоде довольно компактный и сдержанный. По сравнению с новыми буддийскими храмами Вьетнама, он прямо миниатюрный, раз в 10 меньше зала пагоды на Муйне, который мы видели в прошлом выпуске. Но будто бы в этом и заключается прелесть этого места. Правда, туристов в этом храме все же больше, и это несколько бросается в глаза. Вход на территорию бесплатный. К тому же, храм расположен рядом с самым большим пресноводным озером Ханоя, так называемым Западным озером. Качество воды в озере, конечно, сомнительное, но зато здесь всегда более свежий воздух, чем в центре города, и меньше суеты. В общем, Чангвок – это действительно один из лучших хайлайтов города. Приехать сюда точно стоит. Честно говоря, в Ханое такое большое количество достопримечательностей, что успеть посмотреть все из них нужно постараться. Вот еще парочка мест, которые следует посетить, если у вас на это хватит времени. Сперва главное коммунистическое святилище страны – Мавзолей Хошимина. Он находится на площади Бадинь, где в 1945 году Хо Чи Мин провозгласил независимость Вьетнама. Здесь его тело решили сохранить как символ нации, и для этого во Вьетнам даже привлекли советских специалистов, которые имели опыт бальзамирования государственных лидеров. Чтобы попасть внутрь, придется отстоять внушительную очередь. Снимать мавзолей нельзя, да и вообще все время приходится находиться под постоянным присмотром. И это, честно говоря, не самое захватывающее времяпрепровождение. Неподалеку от мавзолея расположен президентский дворец. Когда-то он был символом французского колониального правления во Вьетнаме, а сегодня это здание вьетнамского правительства. Интересно, что в свое время Хо Чи Мин отказался жить во дворце, считая его слишком роскошным и колониальным по духу.
Вместо этого он поселился в простом доме на сваях, который находится здесь же, на территории президентского дворца. Сюда сейчас тоже можно попасть. Ну а если после всех этих точек остались силы, то в Ханое можно посетить еще и эти известные достопримечательности. Например, главный военный музей Вьетнама. Это крупнейший музей Вьетнама, посвященный истории войн и борьбе страны за независимость. Из современного есть смотровая площадка в одном из самых высоких зданий Ханоя с панорамным видом на город. Имеется и свой католический собор еще времен французского колониального периода, а также древняя императорская цитадель, входящая в список наследия ЮНЕСКО. К ней еще относится эта историческая башня Флагшток, один из самых узнаваемых символов Ханоя. В общем, если очень хочется, то на несколько дней достопримечательностей в Ханое хватает. Для тех, кто любит собирать галочки. Но, честно говоря, исследовать вьетнамские города через достопримечательности – это как упускать главную суть городов. Ведь самое интересное – это наблюдать за простой городской жизнью. В Ханое нет четкого разделения между частным и публичным пространством. На тротуаре готовят еду, паркуют мотороллеры, а затем продают продукты прямо рядом с ними. Пьют кофе, стригут или даже спят, прямо на мопедах. Здесь происходит все и сразу, и город живет своей очень активной жизнью. Поэтому про спокойные прогулки вдоль городских тротуаров можно забыть. Из-за того, что движение на городских улицах выглядит как бесконечный и абсолютный хаос, приходится больше полагаться на интуицию. Все участники уличного движения учатся предугадывать намерения друг друга, и каких-то четких правил для этого нет. В какой-нибудь другой стране подобное быстро привело бы к коллапсу. А вот Ханой абсолютно гармонично живет в своем хаосе, и никому такой стиль жизни как будто бы не мешает. На улицах люди не только работают, едят или, например, просто прогуливаются, но и занимаются своими хобби. Например, играя в бадминтон прямо возле проезжих частей. В этом плане вьетнамцы познали какой-то особенный дзен. Здесь же на улицах легче всего познакомиться с местной национальной кухней. Она во Вьетнаме очень вариативная, и иногда для незнающих людей она может показаться достаточно сомнительным удовольствием. Заказала себе куриный суп. Суп на самом деле очень даже неплох, там есть какие-то такие особенные азиатские ингредиенты. Вот, но у него есть такая одна фича особенная. Вот если я делаю вот так, он не сразу падает. Зато вкусно. Но кроме шуток, вьетнамская еда насыщена интересным разнообразием блюд. Еда топовая. Реально. Я в шоке. Подробно на вьетнамской кухне останавливаться не будем, но упомянем, что места, где можно перекусить, в Ханое буквально на каждом углу. Чаще всего это небольшие забегаловки и уличные кафе, но и ресторанов тоже хватает. И поэтому, если вы уже присытились вьетнамской кухней, то отдельно хочется выделить Pizza for Peace. Это сеть ресторанов, и здесь подают лучшую в городе пиццу, в приготовлении которой можно наблюдать прямо из зала. Эти рестораны пользуются огромной популярностью во Вьетнаме, и это оправдано. Но в целом же вьетнамцы очень любят поесть где-нибудь за пределами дома. И в этом их, конечно, очень легко понять. И вот, когда жизнь ханойских улиц становится чем-то привычным, когда уже посмотрел все основные достопримечательности Ханоя и попробовал тот самый легендарный яичный кофе, кажется, что город уже неплохо раскрылся. Но на самом деле это еще не все, потому что настоящий Ханой лучше всего ощущается ночью. После заката солнца улицы Ханоя не становятся менее разгруженными. На тротуарах разворачивается большое количество магазинов. Появляются прилавки ночного рынка, и большая часть вьетнамцев и туристов выбирается на ужин и на прогулку, вне зависимости от возраста, пола или достатка. Большая часть людей стекается к центральному кварталу в районе озера Хуанкем. Здесь сосредоточено достаточно много разных кафе и ресторанов. Но главный эпицентр ночной жизни в Ханое – это улица Такхен. Ну что, мы в самом центре Ханоя.
Здесь можно найти абсолютно все. А после заката солнца люди просто потихонечку выползают из своих комнатушек, своих квартирок и идут навстречу приключениям. Здесь тусит молодежь, здесь отдыхают, наслаждаются более взрослые люди. Здесь можно найти самые лучшие подделки на Луи Виттон, и рядом, прямо на земле, жарят креветки. То есть это классно, это нравится. Вне зависимости от времени суток, дня недели или погоды, здесь всегда толпы туристов и местных. Здесь супер громко, тесно и весело. Вся эта улица – это сотни различных баров и забегаловок. Каждое второе заведение – это мини-ночной клуб с громко играющей музыкой, толпами людей и классическими для таких мест развлечениями. В каждом играет своя музыка, и шанс найти заведение по своему музыкальному вкусу достаточно высок. Улица на самом деле очень узкая, протяженностью примерно всего 200 метров. Здесь придется протискиваться сквозь гуляющую молодежь, поэтому сюда приходят не для прогулок, а чтобы засесть в одном из заведений. Цены на напитки и еду здесь выше, чем на обычных улицах Ханоя, но не заоблачные. На самом деле вся атмосфера здесь достаточно располагающая. Хотя у каждого бара стоят зазывалы, они приветливые и не слишком навязчивые. И в отличие от подобных мест в многих других странах, здесь себя чувствуешь в полной безопасности. Просто детей нашли, подобрали. Как нам кажется, для приятной активной вечерней вылазки эта часть города идеально подходит. И как будто бы без посещения улицы Тахиен опыт знакомства с городом неполноценен. Ну и к тому же ночная жизнь в Ханое – это еще и отличный способ переключиться от дневной серости, если вдруг погода подкачала, и хочется побольше красок. Кстати, о красках. Поблизости от Ханоя есть еще одно очень особенное место, о котором наверняка многие даже никогда не слышали, но наверняка видели фотографии оттуда. Но не будем забегать вперед. Даже когда Ханой изучен вдоль и поперек и днем, и ночью, не обязательно сразу уезжать отсюда. Ведь в окрестностях города есть еще несколько интересных достопримечательностей. Чаще всего туристы из Ханоя выбираются либо на плавание на пароме по бухте Халонг, либо чтобы полюбоваться регионом Ниньбинь. Обе эти вылазки – прекрасное времяпрепровождение, но у них есть один недостаток. В пасмурную погоду обе локации лишены красок. И если вдруг ханойская серость начинает надоедать, то можно отправиться в другую локацию, о которой знает гораздо меньшее количество людей. Но для этого придется найти транспорт. Да, пассажирам, конечно, менее стрессово. Не знаю. Мне было более стрессово, будучи пассажиром. Моим. Наконец-то мы додумались купить маски. На самом деле, в местах типа Ханоя это очень спасает. Особенно, когда такая влажная погода. Место, куда мы отправляемся, расположено в 30-35 километрах к югу от Ханоя. Нас интересует деревня Куанг-Фу-Као. Дорога туда из Ханоя занимает примерно 1 час, и неважно, на такси или своим ходом на мотороллере. Весь путь пролегает вдоль трассы, поэтому по пути встречается не так уж и много интересного. Хотя тот, кто ищет, тот всегда найдет. Но самое интересное – это главная цель поездки. Около часа езды от Ханоя, чтобы увидеть вот эту красоту. Ну это реально прикольно. Деревня Куанг-Фу-Као, как и несколько соседних, специализируется на производстве благовоний. Тех самых ароматических палочек, которые постоянно используются в буддийских храмах.
а у кого-то стоят и дома. И настоящая магия происходит именно тогда, когда букеты таких палочек собирают вместе. Здесь, во дворах и на улицах можно увидеть сотни и тысячи ароматических палочек ярко-красного, розового, белого, зеленого и иногда фиолетового цвета, расположенных веерами, кругами и пучками. Сверху это все предстает как какая-то большая графическая абстракция и выглядит как бесконечное пространство из ярких красок. Мировую известность этому месту принесла фотография из этой деревни, опубликованная National Geographic. После этого деревня превратилась в точку притяжения туристов и фотографов. За небольшую плату здесь можно попасть на одну из фабрик, где, собственно, и производят благовония, и где и была сделана та самая фотография. Смышленые владельцы фабрики грамотно использовали возросшую популярность места и сделали из внутреннего двора фабрики своеобразную фотостудию. Здесь не только есть референсы и идеи для удачных фотографий, но и лестницы и стремянки для поиска удачных ракурсов, и даже традиционные вьетнамские шляпки. В общем, созданы все условия для того, чтобы фотографии получились отличными. Здесь же можно и узнать, как производятся палочки. Процесс на самом деле довольно простой. На фабрике заранее закупаются нарезанные деревянные палочки, а также различные приятно пахнущие смеси из древесной пыли, трав и смол. Палочки окрашивают здесь же, а после пропускают через специальную машину, которая обрамляет их ароматическими смесями. Это очень быстрый процесс. И когда палочки высохнут, их рассылают по всему Вьетнаму. Пахнет корицей. Про все это здесь же можно послушать и от экскурсовода, если прийти вместе с туром из Ханоя. Но, честно говоря, сюда все же стоит ехать именно ради фотографий и необычного вида. Вообще, подобной полянки пучков ароматических палочек в деревне можно увидеть и просто вдоль дорог. Но выглядит это все же не столь впечатляюще, как на фабрике. На самом деле, конечно же, это не прям поле благовоний. Это такой завод благовоний с очень красивыми локациями. Да. Вот, идеально для инстаграм-фотографий или чего-то такого в этом роде. Если хочется интересной и необычной вылазки, то отправиться в деревню благовоний нам кажется отличной идеей. Так что же можно сказать о Ханое? Ханой – город не из тех, что раскрывается сразу. Сначала он кажется слишком громким, иногда хаотичным и плотным, порой даже серым. И чтобы привыкнуть ко всему этому, нужно время. Но чем больше ты погружаешься в рутину города и чем больше исследуешь его улицы, тем чаще начинаешь ловить себя на мысли, что понимаешь его ритм и как здесь все устроено. В этом выпуске мы лично убедились, что Ханой – это город контрастов. И он постепенно раскрывается через старые улицы с трубчатыми домами, через храмы и пагоды, через яичный кофе и уличную еду. Здесь совершенно спокойно уживается коммунизм с буддизмом, а дневная суета совсем не похожа на ночную. Ханой – это действительно город, не похожий на другие города Вьетнама, и это очень здорово. Если вы собираетесь во Вьетнам, Ханой правда стоит включить в свой маршрут, хотя бы на несколько дней, и не чтобы успеть все, а чтобы просто поймать ощущение столицы. Шумной, противоречивой и живой. Как нам кажется, об этом городе каждому нужно сложить свое собственное мнение. В этом выпуске мы постарались показать все самые знаковые и интересные грани Ханоя, и надеемся, что он вам понравился. Если выпуск был полезным, поддержите нас лайком и подпиской, а если мы что-то забыли упомянуть, дайте нам знать об этом в комментариях. Ну а мы прощаемся со столицей Вьетнама и увидимся в нашем следующем видео.